Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю познакомиться с флагманскими полноразмерными наушниками One Audio Monitor 80, основной особенностью которых является открытая конструкция чашечек и использование 40-мм динамического излучателя с импедансом 250 Ом при чувствительности в 100 дБ. Причем здесь цифра 80, конечно, не очень понятна, но заявка впечатляющая. Мониторные наушники – это всегда очень круто. О них сегодня и поговорим. Поехали! Пришла модель в простой черной коробке с изображением героев обзора, логотипом пройденной Hi-Res аудио сертификации и полным списком технических характеристик. В комплект нам положили инструкцию, округлый плотный бокс для хранения и переноса, а также два 3-метровых кабеля. Обычный на 3,5 мм и пружинный 3,5 на 6,35 мм джек. Причем сопротивление прямого кабеля составляет 1,8 Ома, а пружинного 2,2 Ома. То есть положили то, что было. Лучше такое, естественно, заменить. Сами наушники имеют открытую полноразмерную конструкцию с 40-мм динамическими излучателями внутри. На голове они сидят удобно, ничего не тянет и не давит, уши в них особо не потеют, да и весит конструкция всего около 300 грамм. Оголовье здесь цельное, с мягкой подложкой из поролона, а регулировка осуществляется с тактильно приятными механическими щелчками. Из минусов почти все элементы тут пластиковые, со скрипами и небольшим люфтом, то есть сборка уровня Sony или недорогих Bayer Dynamic. Зато у чашечек целых две степени свободы. 90 градусов по вертикали и примерно 45 по горизонтали. Амбушюры приятные, сделанные, как заверяет производитель, из велюра с поролоновым наполнителем. С внешней же части идет зеркальное кольцо, окаймляющее металлическую сеточку с логотипом компании по центру. Здесь же нам напоминает, что импеданс у наушников 250 Ом, а значит им просто жизненно необходим достаточно мощный усилитель. Я бы рекомендовал от 200 мВт на 32 Ома нагрузки. Телефон, ноутбук или бюджетный аудиоинтерфейс такие наушники, естественно, не потянет. Снизу же на каждой из чашечек имеется стереовход для кабеля. Только слева это классический джек 3,5 мм, а справа здоровое отверстие на 6,35 мм. Польза в том, конечно же, огромная, так как подключить наушники вы сможете как слева, так и справа от себя. Ну и проблем со штекером быть не может. Подойдет и 3,5, и 6,35 мм. Основной же фишкой данной модели я считаю складную конструкцию, как у знаменитых 7506. Если вы постоянно перемещаетесь с места на место, эта функция сэкономит вам как место в сумке, так и нервы. Вот так, друзья, это все и выглядит. Все измерения проводил при помощи специализированного микрофона Behringer ECM 8000 на АЦП Иванда Космос. В результате получил довольно быстрый, как в игровых решениях, импульс и вполне естественную фазовую кривую. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с правильным заходом на середину и аналогичной амплитуды выделения области разборчивости. Самый верх, как видите, нам плавно отвели на второй план, то есть ничего ярчить или резать здесь точно не будет. Звучат же монитор 80 тепло, мелодично, с легким таким уходом в нейтральность и довольно средней детализацией, чем сильно напомнили мне классику от Sony MDR 7506. Бас здесь выразительный, подчеркнутый, с хорошей глубиной и едва различимой структурой. Серединка мягкая, немного сглаженная, зато просто сверхкомфортная. Да и к высоким, собственно, вопросов нет. Акцента на них наушники не делают, следовательно, всякие тарелочки, хвосты акустических инструментов воспринимаются как естественное продолжение средних частот. То есть баланс заметно так смещен в сторону низких частот со всеми вытекающими из этого следствиями. Слушать такие наушники очень приятно. Открытая конструкция тоже пошла им на пользу. Звук получился естественным, глубоким и просто сверхмузыкальным. Что
что с одной стороны вроде как и хорошо, а с другой слабо вяжется с их мониторной направленностью. Это скорее выбор не сильно привередливого к уровню детализации меломана. Нюансы здесь, конечно же, все присутствуют, но они в значительной мере оттеняются особенностью подачи. Более того, монитор 80 из тех наушников, которые всем нравятся. У них нет каких-либо спорных пиков или экстремальных провалов, и в то же время они успокаивают даже сверхагрессивные верха каких-нибудь гаражных бэндов, позволяя пользоваться ими довольно продолжительное время. А вот мощности им реально нужно много. Даже не думайте их подключить к бюджетным карточкам Moto или Focusrite, и тем более к аналоговым выходам встроенной звуковой карты. Громкости там может и хватить, но сам звук будет плоский и скучный, тогда как на самом деле он жирненький, объемный и очень музыкальный. Чуть-чуть бы лучше атаки и выше прорисовку, и они вполне могли бы поспорить с решениями от Сивга. Отчего по источникам к ним рекомендую все максимально детальное, сухое и резкое. Мелодики у данных наушников хватит и своей, а вот хоть чуть-чуть подтянуть четкость и прорисовку текстур было бы вот прямо в тему. Если говорить за себя, то лично мне наушники скорее понравились, однако разрешение времен аналоговой аппаратуры очень смущает. В остальном же вижу сплошные плюсы. По стилистике они весьма универсальны, разве что оркестровую музыку едва тянут в плане прорисовки и позиционирования тембров. А вот какой-нибудь несложный джаз, блюз, рок, металл и тем более всякая электронная, ну просто кайф. Разделения в принципе тоже хватает, но главное, что без гула, рези, сибилянтов и ощущения узкой или, наоборот, чрезмерно широкой виртуальной сцены. Все в этом плане у них, друзья, отлично. Однако, как для флагманского решения, это, конечно, слабовато. Конкурентов за 12 тысяч рублей прямо очень много, а вот их скидочная цена 8 вполне приемлема. Я бы поставил их в один ряд с легендами Sony MDR7506 и Beyerdynamic DT770 Pro. Подойдут же они меломанам, предпочитающим теплый, комфортный и довольно естественный звук с уклоном в низкие частоты. Не совсем топ, конечно, но мне понравилось. К хлестким таким усилителям от Topping они будут тут прямо в самый раз. И итогом полноразмерные открытые наушники One Audio Monitor 80 очень неплохо сидят, достойно выглядят. Уши у них практически не потеют и на голову ничего не давит. Конструкция, конечно, пластик, но то же самое предлагают нам все уважаемые бренды, куда уж тут героям обзора. По подаче же это мягкий, комфортный звук с очень неплохим басом, естественной мелодичной середины и слегка задвинутыми высокими частотами. Лично мне здесь не хватило только разрешения, в остальном они абсолютно универсальны. Имеют с меломанской точки зрения правильную настройку, неплохую выразительность, динамику, глубину и степень погружения в материал. Если кто выбирает из старичков Sony MDR7506 или Beyerdynamic DT770 Pro, я бы взял именно героев обзора. Они реально лучше, причем по множеству пунктов. Но помните, они открыты и довольно требовательны к усилительному тракту. А на это у меня все. Это были наушники One Audio Monitor 80. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне как ВКонтакте, так и в Телеграме. Всем, друзья, добра!